Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина и что у нас происходит. Да, по уровню Фибоначчи видно накопление, и мои ожидания были, что у нас все-таки, что нас вытянут наверх, но у нас есть вот этот паттерн, да, расширяющийся клин, и психологический уровень сильный, это 30240, и старый психологический уровень, уровень поддержки сопротивления важный, 30346. Видно, да, как тут цена сверху бьется, снизу бьется. Сделали пробой, вернули обратно. И вот в этом месте, когда вот здесь вот пробивали обратно, вот здесь, вот именно на вот этой свече, я сейчас посмотрел, очень интересное совпадение получилось. Потому что многие опять скажут, что это какой-то бред, совпадение. Ну, совпадение, да, своего рода совпадение. Ваше дело следить за этими совпадениями или не следить. Господи, чуть язык не сломал. Так, как Картавый говорит, рот сломался. Так, у него здесь по индикатору, да, это RSI, извиняюсь, индикатор RSI и Matrix Strategy дает, показывали, да, что мы на дне и делаем выход наверх, но не в перепроданности. Обратите внимание, мы в перепроданности, вот как здесь перекупленность, не уходили даже здесь. Все время находимся в подвешенном состоянии. И в данной ситуации тоже в перепроданность ушли. Сейчас есть, начинает идти сужаться, да. Посмотрим, какое здесь делают накопление. Цель по коррекционному движению, цель у нас. Так, кстати, это у нас Китай. Да, это Америка. Это с Китая началось. И сейчас у нас, поздравляю, да, и это у нас Китай продолжает, да, конец Америки, начало и на Китае пролитие. Тоже нужно на это обратить внимание. У нас вот здесь пролили вниз на Китае и начало Америки. И здесь тоже начало Америки. И на самом Китае вышли вниз. Так. Пробились вниз. Сейчас нужно опять же следить за вот этим уровнем. Если его не пробивают назад, вообще вот этот туннель у нас получился, да, в котором цена накапливалась вот здесь. Вверх закрепление, но тут закрепление не получилось. Они его опять же пробивали, этот уровень, пробивали, вышли выше. Вот ставить не этот. У нас вот это очень важный уровень. 30240. А это из прошлого сопротивления. Тоже нужно за ним смотреть. Сейчас его синим сделаем. Если цена будет сюда пробиваться, это будет хорошо. Пробьется наверх и находиться где-то в этой области будет. Это уже будет хорошо. До конца этого накопления у нас еще есть время. Я думаю, вернуть назад. Ну, если провести расчет, то у нас здесь по вот этой вот именно по вот этому накоплению у нас здесь окно повышенной волатильности. Сделали ложный пробой наверх и в окно вернули обратно. Здесь я окно не отмечал. Ну, посмотрим, как сейчас здесь вот распродадутся или нет. Дошли до 78 уровня по Фибоначчи. Это 61,8 уровень был вот здесь. Также его пробили еще раз, да, и ушли на 78 уровень. Брал позицию, закрыл 100 с большим плечом. Это позиции, которые происходят вот здесь, на мелких таймфреймах. Ребят, без опыта, ну, лучше так не делать. То есть я когда открывал сделку, я предполагал, что может произойти. Есть и лонговые позиции, вот отсюда, да, лонг открывал, переводил в безубыток, у меня его выбило. Лонги мои сбрило вот здесь, которые я открывал, я полагал, что отсюда наверх пойдем, да, у нас красивое пробитие, вот Атлант подсказывает, касание, пробитие, да, еще раз, возврат, касание,
пробитие, закреп, пошли наверх. Когда вот здесь вот второй раз вот здесь пробивались, вот здесь второй раз пробивались, да, я тоже брал позицию, часть что-то закрывал, что-то переводил в безубыток, и потому что большое плечо было с большими плечами, которые именно для торговли, вот эти моменты внутри э, часовые, я бы так сказал, даже там, на 2-3 часа растянутые, лучше закрывать. А вот тебе и структура, кстати, не обратил внимания на нее. Вот это накопление с одной стороны, голова, и накопление с другой стороны, и пробой на эту высоту вниз. Причем пробой вот сюда. Смотри, дорогой друг, смотри. Так, еще раз, прям от точки от этой вот сюда. К уровню шеи, да, примерно. Приходим вот в эту область, да, и переключение свечи. Ровно. И переключение. А дальше просто ликвидации пошли. Собрали немножко. Так. Следующий момент. Здесь сейчас нужно посмотреть, какое здесь будет накопление позиции, если вы в позиции. У меня шорт один закрылся на вот этом уровне, на 78-й фибе. Поза закрылась. Сделка отработана. Где-то здесь, вот он, шорт. Вот цена закрытия, цена открытия 30 307. Смотрим на графике. 30 307. Так, здесь, да, мы когда вниз опять под этот уровень проваливались. Вот я его здесь это опять открывал в этой области. Потому что вот раз прокол, и второй раз, когда пошли сюда вниз. Где-то вот здесь я ее открывал. Я сейчас даже сказать не могу. Это уже была поздняя ночь. Открыл позицию, поставил тейк на 78 уровень. И просто дело случая. На самом деле. Мы сразу ушли. Это произошло буквально, выставил позицию и отключился от системы, да, отключился от этого всего и на утро ожидал такой бонус. А почему на это обратил внимание? У нас здесь Дэвид Шварц, Джоэль Кац ровно 5 часов назад сделал вот такой интересный твит. Если представляется возможность выйти достойно, воспользуйтесь ею, пока не опозорили всех. Такое. Это он сделал пост вот ровно 5 часов назад. Вот именно на вот этом, на вот этой интересной свече с объемом. Крест. Надгробие, да? Так, как это вот так? И, как видите, вернули, да, обратно сюда. Так, здесь у нас еще структура. Еще почему я полагал, что обратно будут возвращать, потому что у нас вот это накопление. Вот эта структура, да, у нас был пробой наверх и вернули обратно.
Ну и те ребята, кто с нами в группе давно, то есть тоже должны понимать, что в каждой структуре есть окно повышенной волатильности. Пружина сжимается, и есть вероятность, что будет пробой делать вниз, да, у нас и сопротивление, поддержка была, которую пробивают с легкостью, снизу отретестили, ушли вниз. Вторая поддержка, тоже которую первое касание, да, второе и на третьем просто пробивает здесь вот в конце. И как раз это у нас окно повышенной волатильности, и структуру всю возвращают обратно. Ну, конечно, как всегда, как обычно, делают дальше пробой вниз. Поэтому тут очевидно получилось это дело, очевидно, кто именно наблюдал вот этот весь момент, что происходит. Следующие цели еще есть у меня открытые сделки. Так, это уже закрытие. Цена закрылась, сделка закрылась. И есть еще, кстати, по NFT на BinX. Я давным-давно говорил, вот эти NFT-шки, NFT, которые у них есть осколки, я их покупал, они постоянно прыгают вверх-вниз, да, я их куплю внизу, поставлю на продажу, куплю внизу, поставлю на продажу. Оно прыгает, выбивает, прибыль выставляю опять вниз на откуп и, в общем, нормально дает. Это еще первый пост. Обратил внимание на BinX, да, NFT, осколки, на резких движениях с заранее выставленными ордерами можно дешево купить и дорого продать. Вот. И в данный момент этот актив улетел, прям улетел на $224. Он выше там поднимался. В общем, я хорошо зафиксировал. 25% всего лишь зафиксировал от всех NFT этих. Но этого вполне достаточно получилось. И, то есть остальные NFT лежат уже давным-давно, они еще здесь у меня отбили сами себя и сделали прибыль. Сейчас просто зафиксировал 25%, посмотрю, что будет делать дальше этот актив и, возможно, ниже откуплю. Так, и у меня есть сделка. Так, это у меня закрытый лонг, когда мы вот здесь вот наверх поднялись, да, он у меня вот здесь закрылся. Вот он уровень тоже сопротивлением оказался. Я тоже, как бы, можно сказать, предупреждал об об этой ситуации. Но, честно, ожидал, что пойдем выше. Вот здесь, но когда начали разворачивать обратно, то, ребят, нужно было следить за этим моментом. Большая дневка структура, да, там дракон в виде дракона тираннозавра Рекса с маленькими лапками поставил сюда. Маленькие лапки, нога красиво шагает. Вот тут момент, захлыст хвоста пойдет ли наверх? Я ожидаю, да. Это у нас это накопление, которое мы ожидали, куда оно будет выход делать. И здесь нам подсказывал Атлант, что пойдем наверх, да, перед тем, как мы здесь вышли наверх, но потом нас вернули, и я показывал на эти важные уровни, кто следил за нами, кто с нами в платной группе, бесплатной, да, ребята, вы все этот момент видели. Скоромуча. Биткоин не должен регулироваться. Так, Маск готовит опять толпу. Опять 19 миллионов просмотров. Да, завтра попытка запуска. Посмотрим, что они сегодня отморозят. Ну и так, по ARB лонг хороший, с 20-м плечом. Когда, ребята, вы там пишете, это с большим плечом залетаешь. Да, некоторые позиции я делаю с большим плечом и перевожу их без убыток. И просто по большой случайности они уходят в дальнейшее движение, да, как вот здесь у меня шорт еще открыт с уровня 30 800, по-моему, 88, что ли, сейчас. Здесь разворотная есть. Или 800, сейчас посмотрим. И этот шорт открытый, я его жду. Мне, то есть в процессе я уже дополнительно заработал, а те сделки, которые еще открыты, я разве не делился ей сейчас
те сделки, которые открыты, они... Дальше. А ну-ка, вот это, наверное, здесь. Да, вот она. Цена открытия 800, последняя цена. Вот она, вот эта сделка. Она до сих пор еще открыта. Я же ее не закрывал. И жду по ней ход цены. Сейчас скажу, сколько в ней процентов уже. Вот это у меня сделка здесь. Где она? Последняя. До сих пор еще открыта. Летим к цели. Последняя цена 29 900, 318%. Насчет того, как так происходит, открываешь позиции, переводишь без убыток. Одни закрываешь в плюс, а другие просто без убыток. И смотришь, что дальше получается на цене, да? И поскольку у нас вырисовывает цена, просто опытные трейдеры одни говорят, что это так нереально с такими плечами торговать. Но вы же видите, я все делаю здесь наглядно. И видеообзоры снимаю, показывают, как это работает. К цели пришли, оттолкнулись. Есть вариант похода вниз. Взял шорт, забрал позиции. Атлант развернулся, добавил уверенности. Тоже и вот это такая же самая интересная история получается, да? У нас единственный момент вот этот. Могут не сюда, а аж вот сюда отпустить вниз. То есть вот на вот 25 515 могут сделать ход. 515, 513. И вот так вот оставим здесь для потомков. Но основной ход цены должен произойти именно вот в эту область. Вот именно вот сюда. 25 555, кстати, даже. Хорошо. Давай вот здесь 555. Тоже совпадение. Как тебя такое ставим? Господи, в глазах троить начинает аж. Помягче цвет. Так. Дальше по твитам. Маска сделал Т-12. Твит, да, вот такой. 12 часов до первых летных испытаний полностью интегрированные ракеты Starship Super Heavy, да, нацеливание 8. Опять 8. 8:00 для старта. Ну и здесь вот красное утрешнее солнце. Как бы у нас вот этот старт весь супер хэви. Есть еще... Будем назад возвращаться, отсюда лучше лонг взять. Если нет, тогда эта ракета полетит просто вот сюда. Начало. Прошлое начало к прошлому сопротивлению. Куда-то в эту область. Всем удачи, спасибо за внимание.